История начинается в темных уголках Гонконга, где безжалостный синдикат торговли людьми действует без пощады. Все начинается с нарушения в местной больнице. Преступники проникают в систему, чтобы похитить медицинские записи и идентичности, превращая личные данные в опасное орудие. Когда выбирается подходящая жертва, ее похищают из жизни, оставляя лишь растущий список пропавших без вести. Полиция бессильна, оценивая, что синдикат действует уже почти 7 лет. Дела накапливаются, но самое ужасное связано с Хунгом Мунгонгом, главой этой преступной организации. Он холоден и расчетлив, не проявляя сочувствия к своей жертве, беременной женщине. Работая в партнерстве с Ко Хунгом, надзирателем в тюрьме на севере Таиланда, Мунгонг прячет жертв, ожидая их мрачной участи. Сцена переносится на Тихий Каток, где отец и его дочь вместе Бэтэн-Клоуз. Ча-Чай, заботливый отец, с гордостью наблюдает, как его дочь Са делает свои первые шаги на льду. Он поддерживает ее, нежно направляя, пока она скользит вперед. Но радость в глазах Са быстро исчезает, когда она касается носа и чувствует, что болезнь возвращается. Кровь из носа. Тяжесть момента нависает над ними, когда Ча-Чай с бьющимся сердцем спешит отвезти ее в больницу, зная, что их жизни собираются принять опасный поворот. Лечение Са показывает улучшение. Но доктор сообщает тревожные новости. Ее состояние ухудшилось, и ей срочно нужна пересадка костного мозга. Донор найден, но больница не может его найти. Отчаявшись спасти свою дочь, Ча-Чай берет дело в свои руки. Он проникает в базу данных больницы, чтобы найти контактные данные донора, и, не раздумывая, он сам делает звонок. В тюрьму Северного Таиланда прибывает новый заключенный под Ко Хунга. Чан Шикит, обвиненный в наркотиках, сразу же вызывает беспорядки. Когда он начинает буйствовать, Ча-Чай использует свои навыки муай-тай, чтобы успокоить его. Заключенный помещен в камеру, но он продолжает кричать на мандаринском, утверждая, что он полицейский из Гонконга. К сожалению, никто его не понимает, поэтому его считают психически нестабильным. Позже предыстория Чакита начинает разворачиваться. Ранее он был пациентом реабилитационного центра в Гонконге, и позже его посещает дядя, полицейский по имени Чан Квок Вах. Оказывается, Шикит под прикрытием полицейский, борющийся с торговлей людьми. Но его время среди наркоманов привело к его зависимости. Также гонконгская полиция была близка к аресту Мунгона, лидера синдиката, но он сам сталкивается с серьезной проблемой. Болезнь сердца медленно убивает. Он искал донора сердца в течение многих лет, но из-за редкой группы крови ему не повезло. Пока он не находит, что единственный подходящий донор – его младший брат – Хунг Мун Бью. Вскоре после этого Мунгон подходит к своему брату с пугающей просьбой. Он требует сердца Мун Бью, чтобы спасти свою жизнь, но Мун Бью, ужаснувшись от предложения, отказывается. Он боится за свою безопасность и планирует сбежать с женой, зная, что любая ошибка может стоить ему жизни. Его инстинкты верны, Мунгон, неумолимый, приказывает своим людям похитить его. В то же время Шикит, осознавая опасность, принимает быстрые меры. Он связывается со своим дядей, координируя план по перехвату людей Мунгона и обеспечивая побег Мун Бью. На следующее утро Шикит и его команда прибывают в порт Гонконга, занимая позиции рядом с целью. Пытаясь уйти из района, Мун Бью чувствует опасность приближающихся людей Мунгона. Поняв, что это ловушка, жена Мун Бью быстро придумывает план, чтобы отвлечь похитителей, чтобы он смог сбежать. Ситуация в гавани выходит из-под контроля, когда раздаются выстрелы, превращая ожидание в поле боя. Полиция не может вмешаться, так как люди Мунгона сильно вооружены. Мун Бью, воспользовавшись моментом, пытается сбежать, но Шикит следует за ним. Несмотря на то, что жена Мун Бью ранит Шикита, он не сдается. Позже Мун Бью бежит к лобби, полагая, что он сбежал, но люди Мунгона блокируют его путь. В критический момент Шикит захватывает его, намереваясь отвезти в полицию. Но события быстро выходят из-под контроля. Люди Квака Ву принимают Шикита за одного из похитителей, вновь разжигая конфликт. В путанице команда Квака Ву наконец захватывает Мун Бью, но Шикит оказывается в ловушке у людей Мунгона. Поскольку он не может вернуться к своему дяде, Шикит вынужден бежать с похитителями на соседний корабль. Однако ситуация меняется, когда личность Шикита раскрывается.
Теперь, когда он раскрыт, его захватывают люди Мунгона и отправляют в Таиланд, где он оказывается в заключении в учреждении Коххунга. Сюжет переносится в больницу, где Ква-Ква насторожен и внимательно наблюдает за состоянием Мун Бию. Он знает, что Мун Бию по-прежнему угрожает опасность, даже в стерильных условиях больницы. Через мгновение приходит Мун Гонг, готовый сдать кровь для своего брата. Увидев это, Ква-Ква не теряет времени и подходит к нему, начиная первый допрос. Он допрашивает Мунгона о его отношениях с Мун Бию. В этот момент Мун Гонг утверждает, что они близки, но Ква-Ква замечает что-то странное. Мун Бию никогда не сохранял номер своего брата в телефоне. Мун Гонг быстро объясняет, что это номер основан на его дате рождения. Допрос прерывается, когда звонит телефон Ква-Кваи. На связи Коххунг, спокойный, но настойчивый. Он говорит Ква-Кве, что Шикид теперь под его контролем и предлагает сделку. Шикид за брата? В конце концов, Ква-Ква сталкивается с непростым выбором – спасать своего племянника или сохранять важные улики в своем расследовании, и обе эти цели кажутся несовместимыми. Но с условием. Чачай должен усилить наблюдение за Шикитом. Тем вечером Чачай сидит рядом с дочерью Ца в больнице, его мысли мчатся. Он помнит, как Шикит в тюрьме кричал в отчаянии. Странные слова на незнакомом языке. Ца взяла телефон отца, открыла приложение словаря и помогла ему, будучи любопытной. Чачай удивлен переводом. Шикит постоянно кричал, что он является полицейским. На следующую ночь Чачай находится на дежурстве в тюрьме, не в силах избавиться от чувства, что что-то не так. Он продолжает пытаться связаться с донором костного мозга, который не отвечает, пока, наконец, не получает звонок. Но голос на другом конце говорит на мандаринском языке, который Чачай не понимает. Разговор останавливается, и ни одна сторона не может наладить связь. Вдруг Чачай понимает, что это Шикит, и мчится к своей камере за подсказкой. Сначала языковой барьер делает общение почти невозможным. Но потом Чачай вспоминает о словаре. Он открывает его и собирает достаточно слов, чтобы объяснить состояние своей дочери и настоятельную нужду в доноре. Но как только надежда появляется, правда ее разрушает. Человек на другом конце не настоящий донор, он абсолютно иной. Чачай снова теряет важную подсказку, и его поиск спасения становится безнадежным. Утром Чачай заканчивает смену в тюрьме и идет в больницу. По прибытии Ца встречает его с яркой улыбкой, полной энергии. Она с восторгом делится новостями. Ей позвонил донор костного мозга. Медсестра сообщила ей об этом, и на мгновение надежда вспыхивает в обоих. Но пока Чачай слушает, тяжесть разочарования предыдущего дня все еще ощущается. Несмотря на оптимизм Ца, Чачай теряет надежду. Поиски донора кажутся тупиковыми. В гонконгской больнице Ква-Ква ждет, когда Мун Бью придет в сознание. Спустя мгновение Мун Гон тихо сидит в зоне ожидания, а двое мужчин выходят на улицу покурить. В воздухе царит напряжение, которое нарушает только признание Мун Гона. Он открывает правду о своей редкой сердечной болезни. Смертный приговор, вынесенный ему в 10 лет. Но он все еще жив. В отчаянной попытке выжить, Мун Гон делает немыслимое признание. Он похитил своего брата Мун Бью, ведь только его сердце могло его спасти. Жестокое признание разрывает воздух, показывая, насколько далеко готов зайти Мун Гон ради шанса на жизнь. Ниоткуда Мун Гон передает Ква-Кве видео, на котором Чикит подвергается пыткам в тюрьме. Это зрелище разрушает решимость Ква-Квы. В ярости и с разбитым сердцем он немедленно меняет свой план. Он приказывает своим людям перевести Мун Бью в безопасное место, защищая его от безжалостных сил Мун Гона. Тем временем в тюрьме Чикит планирует побег. С травмой груди он идет в медицинский кабинет, desperately нуждаясь в помощи. Но как только он пытается оказать себе помощь, его ловит Вонг, коллега Чачая. Разворачивается жестокая борьба, и в хаосе Чикит случайно нажимает на кнопку экстренной помощи. В тюрьме начинается хаос. Заключенные бунтуют, стремясь к свободе. Не имея другого выбора, Чачай спешит взять ситуацию под контроль. Однако вскоре он сталкивается с чем-то ужасным. Группа женщин, запертых в уединенной части тюрьмы. Не подозревая об этом, он не знает, что они все жертвы синдиката торговли людьми. Пока Чачай оценивает ситуацию, к нему спешит Вонг, прося о помощи.
Чикит украл его телефон, и теперь Чачай должен найти его, пока не стало слишком поздно. В тюрьме вспыхивает беспорядок. Охрана беспомощна и прибегает к спецназу для восстановления порядка. Среди хаоса Чачай наконец находит Чикита, который отчаянно пытается связаться с Квака. Тем временем Квака успешно вывел Мун Бью из тюрьмы, но его планы прерываются неожиданным звонком. Звонит незнакомый номер. Он отвечает и слышит голос Чикита, но связь прерывается. Перед тем, как ответить, Чикит оказался под контролем, и звонок прервался. Подозревая хитрость, Квака проверяет звонок. Он уверен, что звонил Чикит, и жаждет его отследить через GPS. Пока они работают, Квака отвозит Мун Бью к дому своего доверенного врача. Он приказывает поддерживать жизнь Мун Бью и отправляется на поиски Чикита. Спустя 2 дня Квака наконец-то отслеживает номер телефона Чикита. Он встречается с Вонгом Квоном и передает деньги для встречи с Чикитом. Тем временем Чачай проводит время с дочерью Ца в больнице. Но днем Ца выглядит явно подавленной. Отсутствие новостей от потенциального донора сломило ее надежды. Как отец, Чачай нежно поддерживает ее, предлагая маленькое растение как символ надежды. Он говорит ей, что, как и растение, если она будет заботиться о своей надежде, она станет сильной, как он верит в нее. Чачай начинает действовать вечером. Работая с Вонгом Квоном, который тайно передает Чикиту напиток и лекарства, Чачай притворяется, что доставляет товары. Скоро сотрудники тюрьмы начинают подозревать, но быстрая реакция Чачая спасает ситуацию. Ему удается провести Кваку в тюрьму. Немного позже Чикит попадает в тайную комнату, где он, наконец, встречается с Квакой. В этот миг Вонг Квонг выделяет им всего 15 минут, но этого времени достаточно для быстрой оценки ситуации. Однако одновременно Мунгонг отдал приказ своим людям захватить тяжело больного Мун Бью. Начинается жестокая битва, и люди Квака сообщают, что Мун Бью попал в руки сил Мунгонга. Время встречи между Квакой и Чикитом истекает, и как только ситуация начинает накаляться, Чачай и Вонг Квонг торопятся занять свои места. Но они оказываются не готовы, первым приходит Кохунг. Кохунг не медлит. Он быстро побеждает Квака, показывая свою силу и превосходство, как и велел Мунгонг. Когда он сталкивается с Чачаем, в его глазах мелькает разочарование. Для контроля над Чачайдзю нужно выступление Ко-хан с мальчиком, данные которого соответствуют Джи. Неожиданно он предлагает мальчика как донора костного мозга, ставя Чачая перед сложной моральной дилеммой. Скоро Мунгонг наконец приходит, и Квака стоит на своем. Не смущаясь, Квака смотрит ему в глаза. Он никогда не отступал перед преступниками. Но это только разжигает гнев Мунгонга. Квака подвергся жестокому избиению. Хотя это не смертельно, его органы будут изъяты и проданы. Мальчик находит телефон потенциального донора Цзы. Заинтересованный, он начинает манипулировать им, видя массу пропущенных звонков. Он решает перезвонить, и, к его удивлению, Цза отвечает с надеждой и ожиданием. Но разговор не продолжается. Мальчик говорит только на китайском, и Цза, не понимая, оказывается в замешательстве и разочаровании. Цза, расстроенная, пытается позвонить своему отцу, но Чачай занят. В этот момент он сопровождает Кваку в штаб-квартиру Мунгога. Его мысли заняты потенциальным донором и темной сетью торговли людьми. Он не замечает звонка Цзы. В этот момент Квака и Чикит сталкиваются со своей ужасной судьбой. Но Квака не готов сдаваться. Он неустанно работает, чтобы освободить руку от наручников, наконец сумев схватить ключ и передать его Чикиту. С решимостью они пробиваются сквозь людей Мунгога и совершают смелый побег. Неожиданно Чачай предлагает помочь и указывает Вонгу, как отвести 2 заключенных в безопасное место. Остается противостоять Мунгогу. Тем не менее, один из людей Мунгога удается отследить их, что ставит под угрозу план побега. В отчаянный момент Вонг Квон и Чачай оба решают пожертвовать собой, чтобы обеспечить свободу Кваке и Чикиту. К сожалению, жертва Чачая оказывается дорогой. Его захватывают силы Мунгога, пока Чикит спешит с дядей в больницу. В хаосе Чикит пытается снова связаться с возможным донором. В это время Ча, не осознавая всей серьезности, отправляет эмодзи и сообщение отцу. Это ее способ обратиться за помощью.
По совпадению, молодой парень, чьими руками был починен телефон девушки, узнает символы и, взволнованный ее ситуацией, помогает искать настоящего донора. Вскоре он находит фото владельца на телефоне и отправляет его Тхисе. Когда она открывает фото, она в шоке, увидев, что фотографии Чикита по совпадению сделаны в больнице, ожидая дядю и получая лечение. В этот момент Чикита осознает правду. Молодая девушка с шокированным лицом, Тхиса, дочь Чачая, борющаяся с лейкемией. В то же время все становится на свои места. Чикит понимает, что он может спасти Тхиса, став донором костного мозга. Но есть проблема. Из-за своего прошлого как наркомана он не может стать донором еще 3 года. В то же время прогноз врача неутешителен. У Тхиса всего 6 месяцев. Тяжесть ситуации начинает давить на Чикита, и чувство вины разъедает его. Он чувствует себя беззащитным, Чачай сделал все, чтобы спасти ее. Тем не менее, в неожиданном повороте событий Са дает ему надежду. Она обещает Чикиту, что будет ждать его, чтобы он стал ее донором костного мозга. Ее решимость пробуждает что-то внутри него. Не желая ее подводить, Чикит определяет новый путь. Позже прилив решимости побуждает его к действиям. Чикит начинает планировать свой следующий шаг, окончательно свергнув Мунгона. Его первый шаг – отслеживание людей Мунгона. В процессе расследования Чикит выясняет, что Мунгон готовится к операции по пересадке сердца. Не раздумывая, Чикит находит место операции и уверенно делает шаг вперед, готовый сразиться с людьми Мунгона. Чачай умирает, в то время как Кохун стоит над ним, готовый завершить это. Чувствуя предательство, Кохун готов забрать органы Чачая, прежде чем отдать приказ о его казни. Однако, когда настал момент удара, Кохун вдруг прерывает его. Чикит вызвал хаос среди людей Мунгона и теперь требует освобождения Чачая, угрожая усугубить ситуацию, если его условия не будут выполнены. Кохун неохотно соглашается. В этот момент жизнь Чачая спасена, но только в обмен на безопасность Мунгона и его брата. Но это перемирие не снимает напряжения. Кохун бросает вызов как Чачаю, так и Чикиту, вызывая их на финальную схватку. В этот момент Чикит находит Чачая, открывающего жизненно важную правду. Он – донор костного мозга для Тисы. Чикит, уже встретившаяся с Сой, передает Чачаю ее любимую маску. Небольшой, но мощный символ надежды. Вскоре после этого Мун Бью приходит в сознание, осознавая, что его жизнь все еще на грани. Его брат Мунгон готов убить его. В это время Мун Бью колеблется начать атаку, но связь семьи слишком важна, чтобы ее разрушить. Увидев слабость брата, Мунгон использует момент. Безжалостно манипулируя ситуацией, бой вспыхивает снова. Кохунг бросается на Чикита, в то время как Чачай отражает волну за волной людей Кохунга. Каждый из них вызывает его на бой. Мунгон обращается против брата, забыв о семейных узах, пытаясь убить Мун Бью, чтобы забрать его сердце и продлить свою жизнь. Битва становится все более жестокой. Кохунг теперь на защите борется с объединенными силами Чачая и Чикита. Однако при близком поражении Кохунг достает острый металлический прут. Последняя надежда на изменение хода событий. Ситуация становится мрачной, когда Са неожиданно исчезает из больницы. Она выходит на улицу, чтобы посадить дерево, которое ей подарил Чачай, надеясь, что успеет его вырастить. Она испугалась, увидев волка, который приснится ей во сне. Она в ужасе замирает. Но затем, в странном повороте событий, она чувствует связь с Чачаем, как будто он рядом с ней. В тот самый момент Чачай, все еще раненый от удара Кохунга, бросает вызов судьбе. Как только Чикит выбрасывают через окно, Чачай поднимается, наполненный решимостью. Он отталкивает Кохунга и бросает цепь Чикиту. В жестоком повороте событий Кохунг хватает цепь, Чикит тянет за его галстук, душа его дрогнет до смерти. Тем временем Мунгон умирает от сердечного приступа. Битва, казавшаяся бесконечной, неожиданно заканчивается. В последние мгновения Сео выживает. После страшной встречи с волком Чачай находит ее, как он и обещал. И, сдерживая слово, Чикит выполняет свое обещание стать донором костного мозга для Сы, обеспечивая ее жизнь.
После битвы и выполненного обещания история эмоционально завершается. Так что мораль этой истории такова. Если вы когда-либо окажетесь в ситуации с заложником, лучше иметь надежный запасной план и немного навыков боевых искусств. На всякий случай. Помните, всегда проверяйте, чтобы донор костного мозга был правильным, иначе вас могут ждать неожиданные сделки с органами. Проверить документы сначала намного проще.